Приветствую всех! Откроем учебник на 9 странице. И тема сегодняшнего урока — развитие полифонического слуха. Умение представлять каждую ноту интервала или аккорда, или просто обе руки вместе, достигается благодаря развитию полифонического слуха. Это помогает контролировать каждый палец и играть аккорды с хорошим качеством, без непрозвученных нот, без неровности звуков. Итак, нам понадобится 9 страница, а также 20 по 27 страницы в дополнительных нотах. И мы будем заниматься над 1/3 пьесы, в данном случае это 1 страница. Итак, мы будем заниматься над каждым тактом по отдельности, выполняя 3 этапа, представляя каждый интервал отдельно, представляя вместе обе руки и играя обе руки со звуковым представлением. Давайте найдем каждую вертикальную линию в такте, такой вертикальный интервал, который мы получаем между нотами в правой и левой руках. Например, если мы посмотрим на вторую строчку, это наш интервал. Я его так выделила. Но сначала о том, как играть трель. Очень важно представлять трель очень аккуратно в самом начале разбора произведения, так как это поможет ясно представлять трель, и позже у вас не будет никаких неопределенных путаниц, как играть трель. Сколько оборотов, когда и как выходить из трели. И такая неопределенность всегда приводит к лишнему напряжению и зажатию. И такой просчитанный подход к представлению трели позже поможет вам просто отпустить трель и играть ее свободно, фокусируясь только на выходе из трели. Но если вы начнете стараться играть трель свободно с самого начала, позже у вас будет такая непонятная каша под пальцами. Итак, на каждой 8-й ноте в левой руке у вас будет 3 оборота в трели. Теперь давайте посмотрим на разные примеры трели, потому что у всех будут немного разные выходы из трели. На первой трели, на предпоследней ноте мы начинаем выход. 5 нот. 2, 3 и 2 ноты. В общем, 6 нот, 5 нот и 2 ноты. И следующая строчка точно так же. И затем вы просто останавливаетесь. Нет особого выхода, просто остановка трели здесь. Следующая строчка. 2 ноты, 3 ноты. Следующая трель. И опять просто остановка трели. Следующая страница, 3-я строчка. И выход с 5 нотами. И последняя страница, 1-я строчка. 3 оборота, 3 оборота. Выход, 5 нот. 2, 3 и 4 ноты. Надеюсь, понятно.
И последние пассажи таким же образом. Даже если в конце концов вы просто отпустите правую руку, не высчитывая больше, сколько нот в правой руке приходится, на сколько нот в левой, в самом начале разбора вам необходимо четко представлять пассажи вместе с левой рукой, чтобы не было никаких, даже небольших неопределенностей. Теперь, возможно, вы захотите приостановить видео, записать все расшифровки треля и пассаж. Ваше задание, как я уже сказала, будет работа над первой страницей пьесы, но мы пройдем только по нескольким тактам сегодня, просто чтобы дать вам лучше понять, как заниматься. Откроем дополнительные ноты на 24 странице. Это первый такт мелодии, и мы начнем с пропевания каждой ноты вертикального интервала. Здесь мы можем выбрать направление нот, потому что, с одной стороны, мы подходим к до диезу в левой руке снизу, то есть до диез может направляться вправо. Но, с другой стороны, если посмотреть дальше, мы все время спускаемся к до диезу, поэтому мы можем направить до диез влево. Теперь для работы над полифоническим слухом нам нужно знать порядок пения и представления нот. И правила указаны в учебнике. Если обе ноты направлены вправо, пойте и представляйте ноты снизу вверх. Если обе ноты направлены влево, тогда поем и представляем сверху вниз. Если ноты направлены в разные стороны, начинаем с ноты, которая направлена влево. В данном случае это до. Давайте споем, подыгрывайте себе, если нужно. И представляем точно так же, постепенно сокращая время между нотами. Вы также можете себе подпевать между представлениями. Итак, вы поете, представляете в том же темпе. Затем поете и представляете все быстрее и быстрее. И когда вы, наконец, можете как бы спеть ноты вместе и представить вместе, вы пели, представляли, быстрее, быстрее, тогда вы получили цельный интервал. И последний этап — представляем интервал и берем его правильными движениями рук. Представляем до диез в тембре фриланчели и соль диез в тембре скрипок. И играем этот интервал. Теперь продолжаем таким же образом с остальными интервалами. Обе ноты влево. С какой ноты мы начинаем представлять? Правильно, сверху вниз.
Сначала споем. Теперь споем и представим в тембре скрипок и виолончелей. И теперь ускоряем. И когда вы собрали весь интервал, возьмите его на инструменте. Следующий. Здесь ноты направлены в противоположные стороны. Начинаем представлять. Правильно, с той ноты, которая идет влево. Быстрее. Спойте и представьте в тембре скрипок и виолончелей. И представляем вместе. Следующий интервал точно так же. И следующий. Здесь обе ноты направлены влево, поэтому представляем опять сверху вниз. Пойте и представляйте. И когда готовы, возьмите обе ноты вместе. Надеюсь, понятно. Это был первый этап работы над полифоническим слухом. Второй этап. Представляем обе руки сразу в одном такте, то есть всю текстуру с движением звука и глиссандо без пробелов. И помните, что мы представляем трель абсолютно выверенно и просчитанно. Приостановите видео и воспроизведите, когда готовы. И последний этап – игра со звуковым представлением без интонации. Мы не представляем динамику или штрихи, зная привычка выполнять все сразу может быть очень сильной. Итак, напомню порядок фокуса. Представьте первый вертикальный интервал. Возьмите правильными движениями рук. Представьте глиссандо и следующую ноту с движением звука. Возьмите правильным движением запястья и локти. Представьте глиссандо и следующую ноту с движением звука. Возьмите правильным движением запястья и локти. Представьте глиссандо и обе ноты с движением звука. Возьмите с движением запястья. Приостановите видео и воспроизведите, когда готовы. А вы можете играть с педалью или отложить до следующего урока.
И теперь давайте перейдем к самому первому такту пьесы. С аккордовой фактурой здесь немного посложнее, поэтому я не стала начинать сегодня с самого начала пьесы. Первый такт, по-моему, это 20-я страница в дополнительных нотах. Споем. Давайте разберемся, откуда начинать петь. До влево, аккорд вправо, и мы начинаем петь ноты, которые направлены влево.